Езжай, короче. Давай, ладно. Но увидимся. Созвонимся, увидимся. УАЗик. Давай. Красавчик. Доброе утро, понедельник. А вот наш Мурзик. Привез Димка обратно. Что, делаем обход, расшториваемся, заводимся и поехали. Уже вон солнце высоко, а мы еще стоим, уже все разъехались. Так, какое у нас сегодня число? Сегодня уже, походу, наверное, число 17. Я точно не могу сказать, но вроде бы 17 октября. Походу, все хорошо. Если не учитывать, что какие мы мурзатые, то все классно. А вот там мальчика кто-то морду разбили ему. Лады, собираемся и поехали. Поехали. Итак, нам, в общем-то, еще 1795 километров. 1800. Или проложить. Продолжаем, ориентироваться на среду. Да, сегодня 17 октября, понедельник, точно. Не ошибся. Не обязательно, конечно, на утро. Я имею в виду среду. Там можно и к обеду приехать. Что там выгружать-то? Через 80 И там метров будем уже это. налево. Начальство проснется. Будем корректировать. Вот. Сегодня у нас какая задача? Я не знаю, какая задача. Какая? Ехать. Сейчас поедем интересным, конечно, маршрутом. Первый раз там поеду, ни разу там не ездил. Можно уходить сюда вот, направо, вот на Ковров. И на на Иваново, потом на Кострому и туда, на Ярославль. Мы же едем на Владимир. По прямой будем заходить во Владимир. С Владимира тоже можно, кстати, на Иваново выходить. Но мы пойдем через Юрьев-Польский на Переславль-Залесский. В Ростове у нас там, не тот, который на Дону Ростов, а Ростов тот, Ярославский. У нас там еще одна дозаправка. Вот такой у нас маршрут. Поедем, посмотрим, что за дорога. И ни разу через Юрьев-Польский на Переславль не ездил. Вот мы и глянем, что це за таке.
древнему граду Владимиру приближаемся. Река Нерль. Что-то мне тут про нее рассказывали, я уже забыл. То ли какой-то остров, то ли что. Тут вот в Боголюбово. Что-то мне так про нее говорили. Память дырявая, поэтому я забыл. Что-то тут такое интересное было, какое-то предание. Давно я тут уже не ездил. Когда последний раз тут ехал, тут было, точно помню, ночь. Темень. Так он. Это какой культурный, старинный культурный архитектурный ансамбль. Да, тут места такие старинные. Здесь много чего интересного в этом плане. Находится Владимир, окрестности. И вот справа, ну, древние. Давно здесь уже люди жили. Ну, надо покопаться в извилинах. Или напишите, кто знает. Ну, что-то интересное связано с ней. И именно с этим местом. Ветерочек у нас сегодня. Да и не жарко. Плюс 6. И такой ветерочек пронизывающий, такой прохладненький. Сейчас, может, днем-то солнышко пригреет. Ну так свежо. Вот и сам град Владимир начался. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Владивостока. О. Ну да ладно. Подождем. А днем посмотреть Владимир тут. Ну, окрестности, конечно, окружную. И сам центр, город. Все равно. Последний раз я тут ехал, было ночью. Темень, а так-то тут. Это раньше здесь постоянно этой дорогой бегали. Пока объездной не было. А часто нет. Все кабинет, все по объезду. Не будем превышать.
будем кренцить вправо. Никогда еще этой дорогой не ездил. Куда сейчас будем сворачивать? Никогда. Да и на Иваново-то тоже ходил один-единственный раз в своей жизни. И то это было там миллион лет до нашей эры. Через 300 метров поверните направо. А тоже название такое, да, город. Юрьев-Польский. Тоже с какой-то историей связан, явно. Не просто так. На следующем Ну вот, мы бы сейчас повернули бы направо. Придется нам почти 100 секунд ждать еще, пока все по прямой проедут. Таки дождались. Юрьев говорит польский. Ну-ну. Поехали, побачим. Це що за таке? — 66 километров до чего-то. До чего не знаю. Ну тут, наверное, не так много. Может, километров 200, наверное, до Переславля. Что Димка говорил, 210, 240, что-то такое. Завершайте допустимую скорость. Начинается. О. Что за водоем? Зона отдыха. Рыбалка. Все дела. Ну да. Симпатично так. Какие тачки на берегу. Производит работы по ремонту технических. Прямо вот эти настилы. Прямо выходишь так, оп, и нырнул. Если там, конечно, глубоко. Шиска? Все, Владимир кончился. Погнали. Изучать новые места. О, сразу подъем какой. Ну, Димка говорит, подъемы, говорит, маленькие, но, говорит, 12%. Да пошел ты. Она говорит, на Хултуке, говорит, 7%, говорит, у вас тут 12%. Посмотрим, что здесь и как тут. Сразу же первый же подъем такой хороший. 22 ману тяжковато затаскивать на него. Я уже там колейку за собой собрал с маленьких. Ну извините, не виноватая я. Я так предполагаю, что дорога будет не очень оживленная в плане грузовиков. Ну и вот такая вот. Примерно вся там право, лево, круть, вверх, туда-сюда, вверх-вниз. Да ладно. Едем, кайфуем, смотрим. Ни хрена какой он широченный. Еще и эта хрень торчит сюда на полдороги. Хотя он уже, можно считать, практически полностью съехал.
электричка летит. Да. Давай аккуратней тоже едь. Не кульнул этого трактора. Пропуская. Конечно, огромное спасибо. Так, ну первое впечатление от этой дороги я вам скажу такое. В хороший снегопад я бы сюда не поехал. Такие этих бугры тут. До 25 ман садился. И вот это вот сейчас вот немножко более-менее прямо. А то право-лево, право-лево, вверх-вниз. На Урале. Так-то покрытие, все, к этому претензий никаких. Пока. Вот хороший снег и не почищено, например, то и все. И на первом же бугре можно и хорошо прилипнуть. Посмотрим, что будет дальше. Тут 40 километров, да, Юрьев-Польского осталось. Не разгонишься здесь, не разгонишься. Круиз 82 не поставишь надолго. Так, ну чуть-чуть. С деревни в деревню ныряешь. Сельская дорога, в общем. Какая-то обращиха или обращиха. Но зато почти в каждой деревне церковь, храм, что-нибудь есть обязательно. В древних муромских лесах, как в той песне. Ну, это не муромские леса, но область-то все равно Владимирская. А Переславль-Залесский-то у нас уже Ярославская, а Юрьев-Польский. Это чито. Я вот специально не залазил. Ну, вот залезу в Google. И все вам расскажу, это интересно. Вот хотелось бы от вас услышать. Вернее, прочитать. Вот Юрьев-Польский, 34 километра. Суздаль, Иваново направо можно поехать. Я понял. Тихо. У грузовиков еще одну бочку встретил, и вот сейчас вот мы там с вами там зерновозика там одного встретили. Чтобы какой-то полуприцеп, еще ни одного полуприцепа еще не видел. Боюсь, что могу и не увидеть. До самого Переславля. Ну, может, только так, если. Местная авиалиния. О, видите, 12%. Ну, охренеть. Еще и с поворотами крутыми. Снег запросто прилипнуть здесь на этих подъемчиках можно.
тут еще красивая. Осень, вернее. Да не то, что в Сибири еще уже все облетевшее. Здесь еще вон березки с листиками. В основном. А вот и Юрьев Польский. 2 фуры попалось мне навстречу. Пару бочек, пару тонаров и вот 2 полуприцепа. Краснодарские номера и липецкие. И что, ездят тут люди, ездят. Немного, но правильно, те, кто идет там, например, оттуда, куда мы едем, то в основном уходят через, если нужно вот попасть сюда на Семерку, то через Иваново идут. Опции, Лукойл, цивилизация. Город Юрьев Польский. Так, 4 метра высота. Судя по всему, должны пролезть. Раз 4 метра. Стрёмненько так, стрёмненько, но прошли. Провинциальный городок. Даже какая-то тут болотце какое-то есть. 16 тонн. Ага. Юрьев Польский, Юрьев Польский. Мне вот интересно, парикмахерскую тут можно найти? Это мне уже моя лохматость начинает меня раздражать. Или в Ярославле. Не, ну тут должно быть по-любому где-нибудь. Вопрос только где он? Спорткомплекс Радуга имеется. Дома-то есть, что? Люди стригутся. По-любому. Просто куда бежать, где искать? Там-то явно где-нибудь во дворах есть. Вы превышаете допустимую скорость. Так не увижу визуально, не буду останавливаться. Может, в Ярославле, а нет, так потом где-нибудь при случае. Ну, не бегать же мне сейчас там. Ну, тут, в принципе, спросить у кого-то, у местных, подскажут, куда идти. Так, грузовикам прямо.
посмотрим. Может, мы тут первый и последний раз. Поэтому... Ой, впечатление подпортилось резко. Такой хороший дорог был. И резко кончился. Нравятся мне такие вот провинциальные города. Он такой тихий. Даже ковров тут возьмите. И тут троллейбусы ходят даже. Хотя, говорит, не положено по количеству жителей. А здесь провинция. Причем глухая. Без парикмахерской пока. Погост местный. Название у него, правда, интересное. Вот, надо почитать про него. Это что значит данное название? Через 300 метров поверните направо. Направо, направо. А, так он еще не кончился. На следующем А, нет, повороте кончился. поверните Все. направо. Так, что там у нас никого. Вот и все. Юрьев Польский. До свидания. Начинается красное какое-то. Чего-то красное, но не горка. Питерский УАЗик тут что-то заблудился. Вот и поехали. Как бы Выпившайте допустимую скорость. через километров 30, если я не ошибаюсь, у нас будет граница областей. Ярославскую губернию закрытим. Даже бабуля, смотрите, что-то продает тут вдоль дороги. Цветочки там, яблочки. Ну да. Ночевать тут точно негде. Так только если на обочине где-нибудь. Граница должна быть. Мне просто интересно, есть тут шильда какая-нибудь. Грибники вот есть. Прибудете в промежуточный пункт через 300 метров. Просто синенькая. Все, начинается у нас
нас Ярославская губерния. Вы достигли промежуточного пункта. Опа, сразу какая дорога хорошая пошла. Нет, тут тоже дорога к покрытию вообще вопросов нет. Да и ко всему остальному ничего критичного. Нормально. Ехать можно. 26 километров и уже будет объездная Переславля, кольцо. И вот там мы уже на М8 выползем. Подгребаем к цивилизации. Мне понравилось ехать. Мне нравятся такие места, где вот глухо, 800 метров. провинция, ездишь себе, никого не трогаешь, ты никому не надо. Сейчас на 8-ку выскочим, начнется движняк. Ну пускай тут, конечно, не такая она загруженная, как, например, с той же 7-кой сравнить, но все равно. Ну ладно, что делать? Надо ж. Че, глухие места у нас еще впереди. За Вологдой. Едьте на Ярославль 120. а затем съедьте из Да, мы сейчас идем на Ярославль. Потом с Ярославля идем на Вологду. И с Вологды пойдем через Выцегру на Медвежьегорск. И уже там выскочим на трассу Мурманск-Питер. Вы превышаете допустимую скорость. Вот такой план. Вернее, не план, маршрут у нас. На ближайшие 1594 километра до точки. Ростов тот, что Ярославский. Тут нет парикмахерских нигде вдоль дороги. Надо останавливаться и идти куда-нибудь, спрашивать, если что. Тут тоже на монтаже еще, то есть это тут тент заклеить еще, тут парикмахерские еще. Постоянно в поиске. Какой олень красивый, видели. Кстати, ремонтов тента тут тоже нет. О, вкусная точка проехала. Вкусная точка, говорит, больше Макдональдс. Если, говорит, ладу переименовать, то говорит, едет и ладно, говорит. Ай, уже не позорились бы, е-мое. Вкусная точка. Точка и невкусно. Бред какой-то. Да. Не едет этот козел. Ну правильно, где же он будет ехать? Он и рулить пытается, и в телефоне сидит.
память не изменяет. Если там что-то не изменилось, может уже там Ярославль, вообще никуда не заезжаешь. Походу-то вот тут можно было бы куда-то сходить. Только а где машину поставить? Думаю, туда вот правее пойти, и по-любому ты какую-нибудь цирюльну найдешь. В Ростове у нас тут другое дело есть, нам надо заправиться. Заправиться еще раз до полных баков. Ну и, наверное, это и надо еще купить. Адовые жидкости. У меня 40 в баке, 20 в запасе. Ехать мне еще 1500. И потом уж назад возвращаться. Через 800 метров. Пару канистр можно брать еще смело. Газпром нам надо. А почем? Через 300 метров поверните направо. Затем прибудете в промежуточный пункт. Почем тут в Ярославской-то губернии? В повороте поверните направо. Да, 52,95. Мне, как всегда, везет. Да опять бензовоз сливается. Да что ж ты будешь делать-то, а? Машинки-то стоят на заправке, но только я не пойму, какие. Чего им тут заливают? Завершение записи. Шланги, шланги, шланги. Длинные, короткие. Я так закрутил, конечно. Ладно, я потом назад сдам, чтобы выехать. Потому что прямо поехавший я не выйду. Я снесу колонку.